За этот год куда-то меня увезло. Оно и до этого тянулось, все эти практики телесные разные, там, ну, типа изучения буддизма. Ну, вот это вот все про принятие добра и зла. Ходили с другом пить пиво, ну и в какой-то момент он начинает телегу о том, что, ну, вообще, типа, пришла бы повестка, я бы пошел. Я говорю, в смысле? И я начинаю это раскручивать. И там вот это вот все, что, ну, там же пацаны, ну, мы же пацанами, да ты не понимаешь, да я тебе прямо отвечаю, что пол-Ленфильма бы пошло, да все бы пацаны пошли, да вот это все, да как же там, да своих пацанов, да что я не мужик. И вот он просто мне начинает все это сыпать, и знаешь, я вспоминаю, он такой парень с просвета, с этим гопотятским прошлым, в 17 лет побили кого-то, какой-то его друг там кого-то убил, и они это скрывали. Ну, короче, вот эта вот вся дичь, в которой он рос, в которой он вырос, и он при этом сохранил в себе столько всего классного и тонкого, и вот сейчас оно как бы работает на другие механизмы. То есть то, что он мне транслирует сейчас, это такая собранная конструкция, собранная из мамы, папы, дедушки, который на войне воевал. И, ну, еще, кстати, на него, правда, наложилось то, что у него тоже один из дедушек, он из-под Луганска. Они его привезли, и там, ну, по словам дедушки и по всем этим рассказам, как раз-таки, ну, типа было вот это вот все, а где вы были 8 лет, что там Украина всех бомбила. Я здесь ничего не могу говорить, у меня здесь нет каких-то личных историй. Но в этот момент я понимаю, что я его люблю, это мой близкий друг. Его конструкция — это сложно сочиненная, собранная из кучи чужих мыслей, чужих представлений, чужих пониманий. И он при всем при этом сохранил вообще себя. В этот момент я вообще восхищаюсь тем, как классно и глубоко он себя там запрятал, и что оно вообще там есть. И когда я говорю, ну и что, ты пойдешь убивать людей? Он такой, нет, я не пойду убивать, я пойду защищать и защищаться. Я говорю, в смысле, ты сейчас будешь убивать людей? Он такой, ну это типа не люди, это военные. А я говорю, ну а ты будешь военным, тоже не будешь человеком? Он такой, да. Я понимаю, ну окей, а в принципе с чем спорить? Это еще Аристотель вроде сказал, что тело принадлежит государству. В принципе, глупо спорить с моим другом, который говорит то же самое, что говорит Аристотель. Ну и мы как бы в этой системе живем. Ну а я говорю о гражданских. Не, ну это, конечно, нельзя. Я говорю, ну вот а ты бы увидел, что кто-то там что-то делает, и что бы ты сам тогда сделал? Ну и говорит, ну не знаю, может сам бы стрелять бы начал тогда в какого-нибудь мудака. Но он же мудак, а он бы тебя убил, говорю. Ты вот за это готов погибнуть? Просто из-за того, что какой-то мудак, и вот ты, и он тебя, и ты его. Не говоря уже о том, что у тебя там вообще будет 100-500 шансов погибнуть. Ну нет, говорит, бегать я не буду. Но, слава богу, есть женщина у него. И слава богу, есть в России женщины. И женщина ему просто сказала, ты ебанулся, никуда не пойдешь. Ну ладно. Ну, то есть мы где-то час обо всем этом спорили, потом он мне говорит, ну, Эл мне сказала, что я ебанулся, и что если что-то, мы уезжаем в Таиланд или куда-то еще, и я типа не пойду. Я говорю, так, и что ты? Ну, не пойду. Ну и вот, перемена позиции. Ну, то есть, ну, не то, чтобы она у него была. Ну, то есть, понятно, что у него есть какая-то базовая человеческая позиция, учитывая, что я знаю, насколько он про чуткость и про красоту, она у него есть. Ну, что типа война — это пиздец. Но при этом вот это вот, а пацаны, а что я буду бегать, а что я не мужик. Ну, я знаю, что он мне дороже, чем вот это все, потому что я знаю, что там можно как бы в другие вещи заходить. Да, я тогда сказала, что, господи, только женщины могут все это хоть как-то частично останавливать. Сказала, чтобы он ее просто обнял и поцеловал. И что я ей просто восхищаюсь.